здесь стоял шпиль. Стол. Настоящий мастер. Про таких обычно в книгах пишут. Или в кино показывают. И вот он реально такой есть. Но находясь рядом с ним, ты чувствуешь себя как-то более лучше. Более не то что спокойнее, а себя ощущаешь даже более лучшим характером. Он на самом деле одну вещь правильно сказал, что говорит, вот ваше единство, вот ваш клуб, это как вот большая семья. Люди, которые серьезно пытаются понять, что же такое искусство айкидо. Не спеша делать, пожалуйста. В этом вот таком маленьком и, кажется, щуплом теле безумная масса. Ее очень много, она как черная дыра, которая вот может сделать все, что угодно. Не знаю, как передать, это нужно вот именно ощутить. Потому что от него столько много энергии, только вот взял, и ты уже чувствуешь, что ты уже ты как в скалу упрешься, а потом происходит прием, и такое ощущение, как будто вот все так мягко идет, как волна такая накатывается и сбивает. Не устоять, как в море. Стоишь вроде как, ничего не больно, но тебя сбивает. И с Усеки-сенсей это точно так же. Сначала вроде как хоп, уперся в скалу, потом тебя раз и положили. まず相手を尊重してお互いに、技術を高めようという心構えで、稽古をするべきだと思っています。そうすればおのずと、お互いに、上達していくと思っています。Каждый год мы посещаем семинары Усеки-сенсея. А чтобы приехал мастер к нам, честно скажу, мы даже не мечтали. Привести мастера такого уровня достаточно сложно. Во-первых, с его графиком в Бразилии, в Израиле, во Франции. То есть его весь график, он расписан так, что, сами понимаете, мастер такого уровня, он не может находиться все время в хомбу и заниматься там преподаванием. Он всегда несет искусство в мир, в людям, чтобы люди занимались, потому что, сами представляете, занимающихся айкидо достаточно много. И вот буквально года 2 назад Марина Львовна предложила сделать ему поездку в честь его 50-летия занятия айкидо и 25-летием приезда в Россию. Нам эта идея понравилась, и мы стали готовиться. И когда уже нам сказали, что город Иркутск включен в маршрут приезда Усеки-сенсея в Россию, и уже с этого этапа началась подготовка. Мы, конечно, переживали, потому что не знали, как будет, что можем показать, что, может быть, не так будет, чтобы не обидеть гостя. А на том, как понравилась ему поездка или нет, это, наверное, надо спросить его. まず初めにシベリアに来たのは初めてなんで、まずスケールの大きいのに驚きました。景色、あと地域景色っていうかな、広いことにまず驚きました。
Это вот, знаете, как, даже не знаю, как описать, это как ты вот позанимался, и вот этот заряд, запал, он в тебе живет. И постепенно вот он как-то начинает угасать, и ты ждешь, когда же ты опять получишь этот запал, чтобы опять заниматься. Потому что он заряжает, он отдает часть себя, и вот этот запал, он в тебе. Есть такое понятие, как принуждать к мастерству. То есть, если он, как восточный человек, это делает ненавязчиво, просто показывает, он тебе дает информацию, и дальше ты сам выбираешь, будешь ты эту информацию воспринимать, будешь ты пробовать или нет. А у нас нет. У нас сделай так, попробуй, не могу, пробуй. Короче, в результате человек либо добьется своего, либо нет. Он шутит, говорит, это называется принуждение к мастерству. Вот так разворачивается к себе. Не так. У него движения настолько лаконичные, они как бы практически подходят любому человеку по одной простой причине, потому что нет суперсложных. Но вот в этой простоте и заключается сложность. Убрать все лишнее, как скульптор убирает с камня, вот в этом и заключается как раз мастерство. Он не испытывает иллюзий, не создает эти иллюзии, потому что под айкидо очень много людей, как бы для того, чтобы получше это продать, скажем так, по-честному, да, начинают рассказывать всякие мистические истории, никакого отношения не имеющие к айкидо, потому что айкидо – это прежде всего практика. Вот. И, соответственно, Сэйки Шихан даже в одном из первых визитов, когда у людей, начитавшихся книжек, был вопрос: «Сенсей, расскажите про энергию, что это такое?» Там. Он сказал: энергия? Какая энергия? Энергии нет, говорит, есть только практика. И народ такой: как энергии нет? Ну почему там? Зато когда через 4 года там, занятий, там, 5 лет, мы там где-то 4-5 отзанимались, и в очередной раз, когда он делал технику, он пару раз сказал, говорит, энергия ки сюда направлена. Мы так удивились, спрашиваем: сенсей, а почему, как вы же сказали, ее нет? Он говорит: если бы я вам тогда сказал, что энергия, вы бы не занимались, а думали про эту энергию, а энергия появляется только от практики. Так же, как я говорил в иккё, пальцы выпрямляются от себя, продлеваете движение от себя, от пальцев. Здесь то же самое, продлеваете пальцы от себя. Здесь тоже посмотреть на партнера сверху. Первые годы были сложны, потому что мы не знали, что такое страховка, тоже его по дурости проверяли, там поджимались где-то, били порезче. А у нас ребята все разные, там все занимались и рукопашным боем, карате, дзюдо, разными силовыми. Вот. И когда сенсей приехал, и мы стали его лупить, почем зря. Вот. Он, честно, в ответ нам тоже. А так он был один, а нас там человек по 25, по 30. И, то есть, такие даже ситуации все равно показывали уровень человека, потому что мы занимались по старой методике, мы не шли по пути расширения, мы держали закрытую группу не потому, что мы никого туда не принимали, а просто у нас задача была научиться непосредственно у мастера. Сенсей приезжал и с каждым стоял в паре, то есть каждому он что-то передавал. И это дало свой результат, потому что инструкторский состав достаточно мощный в школе. Байкал. Байкал, Сэйки-сенсей хотел на Байкал давно. В принципе, я думаю, что это его мечта реализовалась, что он сюда приехал. Вот. И тоже он так внешне не показывает, но там по глазам видно, что он очень доволен, что много впечатлений. Вот. И более того, это опыт, которого у него, наверное, не было, потому что он очень тоже тренировка зал-гостиница, путешествовать по работе он не любит, то есть это раз в 5 лет удается куда-то съездить. Вот. Но здесь, конечно, совершенно эти просторы огромные, то, что трудно где-то, наверное, ощутить, то, что едешь много километров и лес. Поэтому просто даже впечатлен именно природой сильно. Вот. Ну, люди тоже, он всегда смотрит люди, и для него важна атмосфера. Вот. Я думаю, что сейчас, может быть, в эту поездку как раз удалось еще больше эту атмосферу ощутить, и быт, и наши интересы, и вот он все время спрашивает, а как там люди ездят в лес, а как это все бывает, Вот. Ну, то есть искренне интересуется, конечно, и думаю, что впечатлений очень много.
чаепитие у нас не обходилось без самовара. А нужно сказать, что не было у нас в старину в Сибири такого дома, в котором не было бы самовара. Все, можно выключать. О, прошу к столу. Занимайте, садитесь все, присаживайтесь. Вадим Иванович, вы тоже садитесь.まずモスクワの講習会で、イルクーツクの人たちとは少し、会っていました。でもこのイルクーツクに実際に来て、他のメンバーと会った時、モスクワの人たちとは少し違ったような気がします。もう少しなんていうか素朴な、印象を持ちました。それでイルクーツクの合気道は皆さん熱心で大変レベルも高いと思いました。Разговоры постоянно идут: Иркутск, Иркутск, Иркутск. Ему захотелось посмотреть Иркутск, посмотреть наш клуб. И вот эта встреча, так сказать, состоялась. Наконец-то Секи-сенсей проехал к нам в Иркутск. Для нас это большая значимость имеет, потому что это мастер высокого класса, все-таки 8-й дан. Очень большой уровень. И посетить, так сказать, наши пенаты, это было вообще, конечно, счастье для нас. Ну, здесь важно именно за руку подержаться, просто вот увидеть, потому что, я говорю так, внешне можно сейчас в Ютьюбе насмотреться чего угодно, вот, и даже если когда занимаешься, то есть там инструктор говорит, ты пробуешь, у тебя может получаться, как бы, но он уже в космосе, то есть когда наработано там одно движение, которое он продумывал и нарабатывал, вот, и трансформировал в течение, там, ну, фактически 50 лет, там, ну, может быть, не 50, а 40, и вот он сейчас его как бы исполняет, и у всех, вот, я говорю, там даже опытных людей, как бы шок, что он каждый год делает немножко по-новому, там какой-то там импульс взрывной появляется, то есть понимаешь, что ты, в общем, то есть, по крайней мере, мое ощущение, что, в общем, опять как на нуле, потому что делаешь, как бы он подходит там и совершенно какие-то вот мягкие руки, там вот этот импульс, как бы думаешь, что совершенно какой-то другой уровень исполнения. Ну и вот с ребятами, с кем я успела поговорить, то есть они тоже именно вот это ощущение, что вот когда из рук в руки можно как бы попробовать, вот, и как-то уже начинаешь по-другому себя воспринимать. Поэтому уникальный случай, потому что, во-первых, он действительно много подходит, потому что многие инструкторы берут как бы только опытных ребят, как бы бросают, то есть как бы позволяют посмотреть, вот, а он может спуститься до любого уровня, вот, и как бы настолько подбадривает, что как бы ты веришь, что ты можешь подняться выше. В любой технике, безусловно, есть много сложностей, и нельзя свести это все к чему-то очень простому, но в любой технике старайтесь эффективно использовать свое тело, то есть вкладывать все тело в движение. Он не разделял, ученик то ли это белый пояс, черный пояс, он каждому находил подход. И чувствовалось, ну, как рука мастера, рука большого мастера. Человек очень небольшой вроде, небольшого роста, масса небольшая, и когда ты берешь его руки, и когда тебя впечатывают в пол, непонятно как и что. Ну, это очень прекрасно. И когда ты летишь от него, это не передать, это очень ощущение, это передать очень сложно. Вот, даже сказать, чем он бросает, как бросает он, что за, ну, как мы говорим, что есть энергетика, нет энергетики. Нам еще трудно это понять, это у нас еще, ну, как, может быть, она развита где-то, но мы еще понять это не можем. Но подержаться даже за его руки, то это счастье.
это, конечно, бесценный опыт, потому что здесь многие люди уже, ну, как бы долго занимаются, у кого нет возможности куда-то поехать, ну, в Москву, в частности, вот поехать было бы с ним встретиться, вот, и все-таки они как бы в нашем пересказе, в интерпретации только видели своих инструкторов, там нас, вот, как-то, так что я думаю, что это должно толчок очень сильный дать.バイカル湖は大変気に入りました。それでまた皆さんが呼んでいただければぜひ行きたいと思っています。